Грибы по-корейски. У этого блюда название пасот бкм. И ближе всего к нему, мне кажется, подходит название еще горячий салат. В общем, это закуска. Нам потребуются грибы вешенки в объеме 350 грамм. Вообще, я прогуглила, и там указывается, что нужно говорить вешенки. Вот. Но точно не знаю, как правильно, вешенки или вешенки. Вот такие грибы. Это древесные грибы, и они ближе всего подходят именно к тем грибам, которые используют в Корее. Они из этого же самого семейства грибов. Вот таким вот образом мы должны расщепить грибы руками на куски. Вы можете их помыть перед употреблением, если не уверены, что они из экологически чистого места или если они грязные, но тогда они впитают в себя воду, и их нужно будет хорошо отжать перед приготовлением. И вот что мы получаем. Кажется, что это много, но в процессе приготовления грибы уменьшатся в размере. Также нам потребуется еще другой набор овощей, а именно 1/3 моркови, половина большой луковицы, 5 долек чеснока и 3 стручка зеленого лука. Если какие-то из этих овощей вы не любите, вы просто можете их исключить. 5 долек чеснока мы должны с вами перемолоть. Это можно сделать как в блендере, что удобнее или быстрее всего, или же можно измельчить чеснок ножом вот таким вот образом. Вот. И если вы чеснока много не едите, то просто уменьшите тогда его до 3 или 2 долек. Можно нарезать большими полукольцами. Я разрезаю половину лука напополам, чтобы сделать полукольца лука меньше в размере. И нарезаем тонкими полукольцами лук. Морковь. Мы сначала нарезаем на тонкие куски и далее уже нарезаем это тонкой соломкой. Опять же говорю, если морковь вы не любите, то ее можно и убрать. Она здесь не только для вкуса, но и для цвета. И зеленый лук мы нарезаем тонкими кольцами. Кстати, если вы любите поострее, то можно красный и зеленый перец чили тоже нарезать тонкими кольцами, и тоже можно добавить. Затем мы нагреваем сковороду с растительным или оливковым маслом. 2-3 столовые ложки будет достаточно. И затем в первую очередь мы закладываем подготовленный молотый чеснок. И пассируем его, нагревая на масле. Делаем это до тех пор, пока не почувствуем явный запах чеснока. Тогда можно закладывать грибы. Закладываем сразу все количество грибов, которые у нас имеется, и жарим на среднем огне, помешивая. Можно даже сказать не жарим, а тушим, но это уже зависит от вас. Вы можете как сильно пожарить грибы для этого блюда, так можете их просто, можно так сказать, и потушить, пассируя. И делаем это до тех пор, пока грибы наполовину не размякнут, и тогда мы добавляем морковь и лук, прежде нарезанный, и продолжаем это уже вместе пассеровать, то есть жарить, помешивая. Делаем это до тех пор, пока лук и морковь уже наполовину не размякнут, и затем добавляем сахар, пол столовой ложки, и также соевый соус в объеме 1,5 столовой ложки. Все специи — это дело вкус, как я всегда говорю, перемешайте, попробуйте. Если по-вашему что-то не хватает, то добавьте. Кстати, чтобы обогатить это блюдо вкусом, можно добавить также и устричный соус 1 столовую ложку. Но это уже по вкусу. Иногда устричный соус добавляют, а иногда нет. Также, если вы хотите немного изменить и сделать это блюдо в китайском стиле, то на этой ступени добавьте 1 столовую ложку крахмала, разведенного в воде. И теперь, когда у нас уже все овощи размякли и приготовились, мы добавляем зеленый лук. И через 1 минуту после того, как мы добавили зеленый лук, мы добавляем кунжутное масло 1 столовую ложку, все хорошо перемешиваем и добавляем кунжутные семена 1 столовую ложку. И тут, как я уже говорила, вы доводите блюдо до такой готовности, как оно вам больше нравится. То есть, если вы любите более такие тушеные овощи, то оставляйте так, а если хотите поджарить, то просто поджариваете. И
Если вы хотите поострее, как я говорю, можно было добавить в процессе приготовления еще черный молотый перец по вкусу. И вот такое вот нехитрое и быстрое блюдо мы с вами получаем. Это одна из самых распространенных закусок в Корее, которая подается к столу. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!